Ну чё, всем здорово, чат! Трон Анимус на коннекте. Пиздец, какого хуя? У меня в настройках все было выставлено правильно. У меня микро был правильно выставлен, у меня микро подключен, все нормально. Блять. Проблема была не в ОБС. Знаете, почему не было звука? Потому что у меня на микро была выкручена громкость в 0. Слишком громкий, сейчас поменьше сделаю. А теперь нихуя не слышно, я сказал. Все, теперь слышно. Ой, блядь. Ладно. Сейчас я прочитаю предыдущий чат. Он у меня сохранен. Здорово, рофильный анонимус. Так, XY, привет. Дакхар, привет. И еще я люблю Финляндию. Окей. 4 зрителя. Ну, сейчас 3. Значит, стрим будет. Хуйня. И стрим реально хуйня. Где анонимус сосущий у тракториста? Да я уже у микрофона отсосал. Так, в чате почти все анонимусы. Уснул, наверное. Чтобы стрим начался, нужно задонатить. Да. Ну окей. Надо ключом по телеку уебать. Но я уебал, все работает теперь. Так, у микрофона отсосал, ну да. Так, ну чё, 2 зрителя. Было 4, стало 2, понимаю. Чат почему-то не полный, кстати говоря. Я хуй знает почему. У меня не все сообщения отображаются. Это сообщение не пришло, потому что здесь мат, а вы говорили, мол, можно. Ну вообще можно. Вообще можно, да, но не все. Короче, чат. Могу рассказать, как я вчера поспал охуенно. Короче, я заснул в 4. Я заснул в 4 ночи. Ой, утра в смысле уже. Заснул в 4 утра. Проснулся в 9:30. Сразу не уснул. Встал, чуть-чуть походил, попил чай. Заварил чай, попил. Сходил поссать там, ну, понимаете. Потом опять лег. Думал, нормально посплю. В итоге трижды словил сонный паралич. Короче, я только усну, мне снится какая-то хуйня. Ну, не кошмар, а вот просто какая-то неприятная хуйня снится. И меня выбивает резко из сна. И так как меня резко выбивает из сна, тело как бы не успевает проснуться. Из-за этого я ловлю сонный паралич. В первых 2 случаях... И опять. Просыпаюсь, через 5 секунд он проходит. Я только опять усну, опять снится хуйня, опять выбивает. И так 3 раза. Первые 2 раза во время сонного паралича нихуя не было. Он просто проходил через 5 секунд. Ну то есть просто не мог пошевелиться, просто лежал.
лежал, через 5 секунд отпускало. В третий раз я засыпаю, и мне снится, как меня тянка душит скакалкой, блядь. Ну, типа плейтайм, блядь, как плейтайм из Балди. Ну, кто играл или смотрел, тот поймет. Короче, меня опять выбивает. Я опять вылетаю в сонный паралич. И я чувствую, как у меня горло сдавливает, блядь. То есть меня как будто продолжают душить. Хотя я уже проснулся. И мне тяжело дышать. И я слышу нарастающий шум в ушах. Но это меня нихуя не испугало. Я понимал, типа, что сейчас через 5-7 секунд все пройдет. И вот примерно через 7 секунд меня отпускает. Это был первый случай, когда во время сонного паралича произошло хоть что-то неприятное. Могу сказать так, стрёмно вообще не было, потому что я знал, что это такое. Так что... Капец жиза, только без паралича. Ну да, такое бывает. Особенно если днем ложиться спать. Короче, я понял, как вообще можно вызвать сонный паралич. То есть, нет такого способа, чтобы 100% его вызвать. Но есть действия, которые могут как бы повысить шансы его словить. Для этого у вас должен быть поверхностный сон. Для этого нужно лечь где-то утром. То есть сначала поспать, но часов, 3 часа, например, 3-4 часа поспать. То есть установить будильник, поспать 3-4 часа. Потом проснуться, встать и сразу не ложиться, чуть-чуть походить. То есть походить, там попить воды, не знаю, сходить поссать, просто посидеть некоторое время. Минут 15, может быть, 20. Потом опять лечь. Не знаю, у меня, по крайней мере, так работает. У вас может быть по-другому. И лечь вот минут через 20. Потом вы заснете. Вот обычно, когда вы ложитесь вот так вот утром, то вам могут сниться осознанные сны. То есть, смотрите, как происходит. То есть вы засыпаете. То есть у вас поверхностный сон. Вы только засыпаете, вам сразу снится сон. Потом вы просыпаетесь. То есть он короткий. Вам снится короткий сон, потом вы просыпаетесь. Потом опять засыпаете, и вам опять сразу же снится сон. Вот так. И при этом вам должна присниться какая-то хуйня, которая вас выбьет из сна. То есть спровоцирует резкий выход. Резкий выход из сна. И эта хуйня как раз и станет вашим героем в вашем сонном параличе. Все глюки при сонном параличе — это остатки вашего сна. Вот. Блин, а я хотел его трахнуть. Сонный паралич? Может быть, кстати, и можно сделать. Привет, Алексей. Если тебе приснится какая-то тянка, которая будет тебя пиздить, и в этот момент ты резко проснешься, то, скорее всего, ты увидишь тянку в реальности уже над твоей кроватью, которая будет тебя ремнем хуярить. Или палкой, или скакалкой, или шваброй. Или бывший. Нихера себе, это уже второй стрим, на который я попадаю. Да, Артур, привет, кстати, тебе.
Ну вот как-то так, чат. Как-то так. На спине даже не нужно спать. Вообще сонный паралич, он рандомно. Он ловится рандомно. То есть вам просто нужно попасть на такой сон, который вас выбьет. Бывший для слейв. Ну да. Так что вот. Кстати говоря, я его ловил лежа на боку. Так что да. Можете попробовать. Можете попробовать. Интересный опыт. Думаю, если бы я не лежал ебалом к стене, то я бы увидел ее. Девочку со скакалкой, которая меня душит. Вот. А может, вам приснится батя, который вас пиздит. И вы потом проснетесь и увидите батю. Который уже на самом деле сдох 5 лет назад. Ну вот такая вот, вот такой вот cool story. А вы как поживаете, чат? Его тоже можно трахнуть. Ну, если только он тебя не трахнет, то пожалуйста. Так, ну чё? Ну, шо, чат? Ну шо, чат? Шо делаем? Сейчас будем выбирать анонимусу тракториста. Наверное, это будет реальный батя, раз он меня пиздил. А может быть и реальный. Он такой будет. Дахар, вставай, блядь! На стрим к анонимусу пора! Заебал уже спать! Так, ну шо, поехали! Поехали! Кстати говоря, я причесался. Сейчас вам не видно? Смотрите, какой анонимус красавчик! Сейчас тут лысина. Все, нет лысины. Вот. Это чтобы тракторист не блеванул. Во время нашей, так сказать, горячей ночки. Так, я не знаю, свет включить или так оставить. Вот так, наверное, сделаем. Так. Так. Ну что, поехали. Сейчас будем трактористов оценивать. Снять тракториста на ночь.
Меня забанил твоя прога из чата, в смысле? Какая прога? У меня сейчас лютый понос, поэтому скорее срать. Давай, Дакхар. Надеюсь, ты добежишь до туалета. Какая прога тебя забанила, Дакхар? Горячего. Снять горячего тракториста на ночь. Сообщение про понос отсылалось к другой шутке, поэтому его уже никто не поймет. Ну окей. Ладно, погнали. Да, ну это типичный батя. Это типичный батя, видно, что у него трактор разъебанный в говно. Это, видимо, его собутыльник. Надо Вовку, наверное, чуть поменьше сделать, вот так. Вот. Видно, что уже поебанный жизнью, как и его хозяин. Так, он уже 28 дней так сидит. Он уже сидит так 28 дней, растягивает одну сигарету на целый месяц. А у трактора уже никотиновая ломка началась. Он уже ждет, когда вот этот вот хозяин-долбоеб угостит его сигой. Ну привет всем сладким пупсам, главный бой и модератор of the stream тут. Здорово, Фанатос. О, так, ну это у нас Джон Дип, по всей видимости. Гоу этого? Да не, какой-то он... Они, походу, в пустыне. По всей видимости, они в пустыне. А у трактора желтые колеса. Мне не очень нравится желтый цвет, поэтому скип. Deep Dark Fantasy. Так, ну вот этот уже нормально. Вот этот уже... Он такой... Стоп! Стоп! Посмотрите, какой он красавчик. Нам даже говорят, чтобы мы на нем остановились. Стоп! Стоп! Тут ведутся дорожные работы. Если вы понимаете, о чем я. Дорожные работы, короче, на трассе, на дороге. Короче, он работает на дороге. А этот уже готовится. Да, этот ремень расстегивает. Я люблю фиолетовый, мне тоже присмотри, если будет. Окей, пока что сохраним. Я пока что сохраню его. О, а этот типичный бабушкин внучок из деревни. Таскает сено и убирает говно за лошадями. У него тут какой-то гибрид трактора и велосипеда. Тело треугольное. Это хорошо, но он выглядит так, как будто его можно за талию обнять двумя кистями. Билли? Да не, на Билли не похож. Так, секунду. О.
Да, ну этого мы уже видели. О, а этот... Это, короче, собутыльник вашего бати. Это он едет бутылки собирать. Майки алкашки. С таким, конечно, я бы посидел. Вечером посмотрел бы футбольчик. Но жаль, что я не люблю футбол. Так что здесь у него написано, по всей видимости, кибер. То есть он киберспортсмен. Или он любит киберспорт. А может он сам киберспортсмен. Как раз. Ну... Не знаю. Смотря на него, я бы предположил, что он спортсмен э, по выпивке. Олег — это же мой одногруппник. А, ну, кстати, он на Олега похож. Он, видимо, спортсмен по бухаловке. Вон там еще люди стоят. Просто смотрят на него такие. Люди стоят просто и восхищаются им. В смысле его трактором. Они такие, ни хрена себе. Мне бы такой трактор. А что это за знак? А что это за знак? Типа как правильно входить? Не, ну красавчик, красавчик. Трактор зачет современный, только помыть нужно. Ну да, вот тут помыть надо. А так трактор зачетный, я бы тоже его выебал. А мне бы такой трактор в F. Он оранжевый, значит предупреждение. Может быть, руки не класть. А может быть предупреждение, что голубым в него нельзя? Это была очень сложная шутка. Типа, голубой в желтый трактор входить... Ну, ладно. Надеюсь, вы поняли. То чувство... Как правильно заходить? Не-не-не, именно входить. То чувство, когда плохой интернет, и анонимус весь в пикселях. Ну, не повезло, значит. Будет пиксельный анонимус. Шутка, хуйня шутка, ты попуск. Ну, по факту, так и было задумано. Так и было задумано. Так вот почему этот мужик вне трактора. Он такой заходил, он только собирался зайти. Он только собирался зайти, а ему такие говорят. Чел, блядь, ты чё, не видел знак? Голубым нельзя сюда. Он такой собирался зайти, уже поставил ногу и такой... What? В смысле, блядь? Нахера я его покупал тогда? Ну вы поняли. Так, едем дальше. О! Так, а это... А это ваш брат старший. С зеленым трактором. Понадос, кстати, в чате голубым показан.
Так его никто в тракторы не пускает. Отец, он меня кинул, сука, 17 лет назад. Да. На тракторе за хлебом поехал. За хлебом в его первоначальной версии. На поля. Работать. У него еще... Что это, палец его бывшей на руке набит. Это он просто вымазался. Или татуировщик кривожопый. Бил татуху, потом у него рука слетела, он вот здесь пятно поставил. Так, трактор у него... Класс. Написано, что класс. Но трактор на самом деле так себе. Трактор хуйня. Ну да, я крутой, потому что официально бой. Поэтому и ник голубой. Да ты рифмоплет, Фанатос. Аксон. Класс Аксон. Короче, трактор хуйня, дед хуйня. То есть... Ну, я думаю, с таким бы я... Единственное, на что бы ночь потратил, это на чтение сказочки для него. Ну да, это же я Пушкина застрелил. А, да? Понятно, понятно. Так, ну вот это горячий бой. С цепями. Все как в 90-е. В четких шортиках. Правда, вот здесь вот подрезать немного. Ногу! Вот здесь немного подрезать. И вообще четко будет. А трактор у него... А что это за знак? Трактор времен СССР? Он мой. Ебало молодое, кстати. А вот здесь его пес. Я на вас показываю, чат. Потому что вы сейчас на собаке. Вы на собаке, а вот собака. Собака тоже его хочет выебать. Я обычно в собаке. Да. А тут собака негостеприимная, не захотела тебя принимать. Короче, собака хочет спиздить у него трактор. И съесть его. Потому что видно, что он мясной. То есть его можно растянуть месяца на 2. Так, ну это хуйня, не тракторист. Это тоже хуйня, бывшую таскает. Но вот это тракторист, ну это вообще ламповый тракторист. То есть с таким можно просто сидеть, пить чай и говорить о жизни. Трактор у него, конечно, уебанский, желтый, а он голубой. Поэтому это сразу скип. Тоже скип.
О, ну вот этот. Так. Ну вот с таким бы. Такого я бы на сало пустил. Такого мне бы хватило на годик как минимум. У него еще кожаный ремень. Это, конечно, плюс. Еще у него волосатые руки. Вот здесь без... Вот здесь не волосатые, а здесь волосатые. Видимо, отсюда... видимо, отсюда все волосы съебались на эту часть. Так, а почему курсора нет? Сейчас. Курсор почему-то не видно. Ладно. Короче, волосы с плеча. Сейчас. Короче, волосы отсюда съебались вот сюда. Отсюда сюда. Сало с нашим родным борщом. Да. Все волосы с плеча съебались на предплечье. Потому что он подмышки не моет. Они настолько охуели от запаха, что просто съебались. Так. Он смотрит на небо и видит там вертолеты. И видит, как в него летит ракета. Просто ебало чувака. Ебало чувака, который видит, как в него летит ракета. Так. Да блять. Что касается трактора. Вот это, видимо, рот. Да почему курсора нет? Я, бля, показать нормально не могу. Вот это его рот. Который желтый. А еще у него две трубы. Так, секунду. Ну такого максимум на сало. А не на хуй. Так, ну это... Это... Когда мобилизировали. Ебало чувака, которого мобилизировали. И заставили красить трактор в цвет марихуаны. Тоже скип. Ебали! А это, короче, этот, азербайджанец. Какой-нибудь абхаз. В красных труселях. Кстати, курсор даже появился. Это абхаз. И у него трактор Ауди. Голубой. Пустой. И его зовут Сергей. Так, ну, я бы его взял только ради трактора. Сохраним его. Чё, бля? Сохраняем. Так, ну это продавец, блядь. Это, короче, продавец
с мясокомбината, который, который спиздил трактор из Россельхоз этого машиностроения и гоняет на нем. Мясо возит. Ну тоже скип, мне у него грудь не нравится. Так, это... Да, надо побольше, наверное, сделать. Вот так. Ну тут трактор, конечно, охуенный. Видно, что современный. А ведь, кстати говоря, курсор пропал. Ну и хуй с ним. Трактор видно, что современный. Да и сам тракторист тоже современный. Транс, это мы одобряем. Так, я не знаю, может... Вот здесь есть курсор. И здесь есть курсор. И тут есть. Все. Курсор вернулся. Так, это скип. О! Смотрите, какой трактор. И колеса. На таком я бы прокатился по ночному городу. Да еще и с таким водилой. Это тракторист-таксист. Берем его. Сохраняем. Так, чё-то съебался. Окей. Так, ну тут два тракториста унижают свой трактор. Посмотрите на ебало трактора. Он вообще не понимает, что происходит. А эти над ним глумятся. Так. Ух ты, анонимус сосет у тракториста. Да, Вилсон, именно так. Но пока что выбирает, у кого будет сосать. О, ну да, газпромщик. А, кстати, сколько газпромщики там зарабатывают? Сколько зарабатывают в Газпроме? 115 тысяч рублей? Берем. Сохраняем его. Его можно вообще как папика брать. Я купил себе Гаррис Мод, и там есть трактористы. Прикольно. Так, это опять трансы. Опа! Берем сразу же. Все, даже не смотрим на трактор. Блять. О. И вот сразу берем. Черный в белом платочке. А это... А кто это? Трактористы Виталя. Да, вот его мы берем. Это просто мирный дедушка, который катается по полю, в свое удовольствие собирает пшеницу. И, возможно, собирает, не знаю, мертвых собак, коллекционирует. Трактор с двумя колесами,
Чтобы удобнее собак давить было. Голубой кипарик. Жакетка цвета говна. Скип. Так, ну это сразу скип. Тоже скип. Это тот самый первый, которого мы смотрели. Который сидел 28 дней, курил. А теперь он решил все же починить свой трактор. 110-й, кстати. Это он, видимо, дни записывал. Он царапал, короче, сколько дней он уже... Сколько дней он уже держится без курения. И вот он продержался 110 дней. И тут он решил починить свой трактор. Наконец-то. Спустя 110 дней. Мы хотим настоящий мужской секс. Да. Да будет. Мы, кстати, потом можем по фотке, ну я могу, по фотке пробить его контакты. Ну, мы выберем тракториста. Я по фотке пробью его контакты. И на следующем стриме мы можем с ним созвониться. Это будет такой эксклюзивный созвон. И договоримся встретиться. На одну ночь. Так, ну это скип. Это... Тракторист не смог прийти на фотосессию, его мать заменила его. Так, ну это... Этот чел ехал домой, заблудился на поле. Уже солнце начало заходить. Он такой просто вышел, сфоткался. На память. Чтоб потом, когда его нашли мертвым, они могли залить эту фотку в сеть. Так что да. Но он уже мертвый, так что с ним не получится никак, скип. Включи новый челлендж от А4, где его коллега оказалась трансом, и они трахаются 4 дня. Ну позже, может. А этот чел просто ехал, его какой-то чел подрезал, и он такой вышел из трактора. А его там косуля подрезала, которая по полю пробегала. И он такой вышел. И просто такой: слышь, блядь! Ты на кого тут наезжаешь? Кого ты, блядь, подрезаешь, сучка? Ну, короче, вы поняли. Красный трактор современный. Видно, что покрашен натуральной кровью. Но мне у него ебало не нравится. Поэтому... Это опять мать чья-то, опять... О, а это трактор? Без водила... Голубой трактор переезжает... Переезжает проститутку. Здесь какие-то все так хуёвые трактористы. Когда приехал на поле, а на поле нихуя нет. И тебе сказали: давай сажай сам все. Давай засаживай все поле. Норм трактористы? Я имею в виду, вот эти трактористы хуйня. А вот эти еще более-менее, но все равно скип. Не мой типаж. Опять какой-то... Опять какой-то чухан.
на разъебанном тракторе. Тоже скип. Он просто смотрит на своего коллегу и думает, бля, почему мне такой трактор охуенный, как у него, не достался? Ему все дают, а мне никто не дает. Ну не повезло, что сказать. Так, ну, а вот это чисто батя. Чисто молодой батя, который вынужден работать на полях. Он хочет кабачковой икры. Да. А его коллега тем временем, он хочет, понимаешь, он хочет хотя бы кабачковой икры. А его коллеги хавают черную. А ему ну хотя бы кабачковой. Он даже на кабачковую согласен. А вот эта бабка, которая переоделась под мужика. Еще и трактор не помыла. Короче, нахуй идет. Понятно? А это тоже смотрит на коллегу и такой, у, сука! Когда ты уснешь, я тебя расчленю и выебу. А потом я перепишу твой трактор на себя. А своим предыдущим трактором я перееду тебя. И твою мать. И твоих детей. И меня все будут любить. А тебя закопают. На заброшенном кладбище. Или просто во дворе. Или на поле. Бабка Транс расчленит и выебет, как в зеленом слонике. Ура, анонимус больше не пиксельный. Ёк-макарёк, осуждаем. А этот чел продумывает план. Продумывает план, как взорвать своего коллегу. Или как, короче, его переехать. Опять трансы пошли. А это Ким. И судя по всему, он тоже мертв. Потому что он на сером фоне. Ой, короче, он весь серый. Значит, сдох. Как посадить больше картошки? А, то есть он белорус. А, ну да, походу. Или он следит, как его работяги выполняют работу. Суперприз за... За что? За топ-10 самых хуёвых тракторов? Или за штаны? Или за кеды? КЗ, короче. Это какой-то лагерь. Я вижу там автоматы Пепси. Лучший отсос трактористу за 10 лет. Ну, походу, да. Слушайте, а может ему много людей отсосало? Но я сомневаюсь в этом. Нихера себе тут перцев. Чел просто болгарский магнат. Он такой с фоткой, без фокусировки, как будто я золото везу.
Но его братан немного проебался. И тут видно, что он везет перцы, а не золото. В разъебанном кузове. Он, кстати, не довез. Скорее всего. Здравствуйте, я пока жив и на стриме. А можешь включить смешную песню про трактор на фон? Здорово, Андрюха. Смешную песню про трактор? Синий трактор? Мультики. Так. Секунду. Мне наушники надо подрубить. Я уже думал, что Вилсон сдох. Нет, ведь он не тракторист. А то все трактористы 16 лет уже выглядят на 50. Работа трактористом, она такая. Это обзор. Андрей, можешь ссылку кинуть? Я не ебу, какая там песня нужна. Короче, чел думал, выебнуться, что он везет гору золота, но проебался чутка. Это она под трактор бросается. Осуждаем ее. О, нихуя себе. А это он поет песню про любовь к своему трактору. Типа, какой трактор был раньше охуенный, а теперь он скатился в говно. Так, а это... Это чел пизданул, что трактор хуйня, и ему зубы выбили. Ой. Синий трактор представляет. Слушайте, а меня не забанят? Чё-то я хз. А... Нет, не забанят? Точно? Я просто боюсь, что на меня страйк могут кинуть за эту хуйню. Разве ссылочку оставить, то разве банят? Слушай, там... лицензии... копирайт лицензии там разные бывают. Да, есть лицензии, где ты можешь использовать контент с условием, если ты оставляешь ссылку на автора. Ну, на оригинал. А есть лицензии, где ты вообще не можешь юзать без разрешения. Привет, Черчилль. Поэтому хз. Поэтому хз. А юзать детские песенки как-то, не знаю. Как-то стрёмно. Сейчас, чат, подождите.
Так, я вернулся. Помнишь, я тебя смотрел вот этим триммер, а не минус? Сколько ты уже сидишь, то есть смотришь? Ну чекни, сколько стрим идет. Так, этот чел на тракторе едет раздавать повестки. Сразу скипаем. Сейчас вернусь, воды попью. Давай только не перепутай воду с уксусом. Ну это чел какой-то, не знаю, какой-то он нервный. Он так смотрит, он поднимается в трактор. И вот так вот смотрит. Он смотрит, типа... Нет ли людей? Короче, это тракторист. Тракторист-интроверт. Сделай вид, как будто здесь написано охрененная инфа. Да ладно! Ни хрена себе! Вот это очень было важно. Держи в курсе, Артур. Бля, как-то кринжово получилось. Анонимус, послушай песню, сейчас ссылку кину. Ну давай, кидай. Это батя просто прилег полежать. На сено. Но не подозревает, что внутри сена прячется пранкер. Это Влад А4. Вместе с Глентом. Которые в этот момент занимаются кое-чем непристойным. А у тебя есть ссылка, чтобы мы общались? Какая ссылка, чтобы мы общались, чел? Ты о чем? Батя? Андрюха, это твой? Ну, трактор у него норм. Гейм на телеграм-канале? Какой гейм? Короче, трактор хуйня. Он как будто лежит такой и не подозревает, что сейчас на него трактор наедет. А прикиньте, если это трактор предатель. И он сейчас заведется и без него поедет. И он поедет и прямо на него. Он имеет в виду ссылку на место прописки твое, прийти и общаться с тобой. Типа личка. Какое место прописки? Ссылку на место прописки. Так я же не живу по месту прописки. Заебался ссылку кидать, а что, не пропускает? Так, я чекнул песню, что-то как-то не хочется. Это не очень будет, если трактор на него наедет. Ссылка же синяя, ее могут только геи кидать. Может, тебя в психушку отправить?
Кого, меня? Так я уже в психушке. Может, это тебя надо? В психушку отправить. Так, ну, этих двух уже задержали. За незаконную еблю в тракторе. Я на минус. Ну слушай, минус на минус дает плюс, но только почему-то никакого плюса я еще не вижу. КПР-6. Ну тоже какой-то такой. Ну лицо у него такое, как будто он сам у всех сосет. Как будто он у начальника сосет. Чтобы его кормили. Гаишник остановил трактористов за незаконный отсос. Да ладно, я шучу про психушку. Я думал, ты серьезно, Черчилль. Ну, а я, кстати, серьезно говорю, тебе надо в психушку. О, а это, видимо, блохер. А будут анекдоты про трактористов? Можем почитать, кстати. Это тракторист блохер. Это он делает обзор на поле, на котором он работает. Записывает, так сказать, let's work. Это как let's play, только let's work. Ей правда на минус. Скажи 300. 300. Давай, я знаю, что ты хочешь это написать. Давай, сделай это. Так, это ветеран. И, на удивление, трактор у него неплохо сохранился. Отсоси у тракториста. Окей, Вилсон. Как скажешь. О, а это дед. Он такой смотрит. Он такой сидит на Комацу. На Комацу. Сидит и такой. Пизда, бля. И ради этого мы воевали. Твою дивизию. Поехал я отсюда. Пососи у анониста. Но если трактористом будет анонист, то так и будет. Анонистом буду я, пососи ты у меня. И тут же его мобилизировали. Но это забавно, да. Вместе с трактором. Ты знаешь игру Standoff 2? Не. Она мертва, кстати, кто не знает. Ее трактор переехал уже. К тракторам лучше не подкатывать. Так, ну это... Это какой-то школьник. Какой-то школьник упал в краску, а потом сел на холст. И получилось вот это. Я устроился на работу тракториста, пупсик. О, ну кидай свою фотку. Я посмотрю. Опа-на! Вот это нихера себе! Он что, в джунглях живет? И бай у него трактор сасный.
На нем еще подтягиваться можно. Берем. Берем. Трактористы поймали школьника, и сейчас они его накажут. Да, они ему жопу измазали краской и посадили на кусок холста. Куда фото кидать? В телегу можешь. Под последним постом. Под последним постом можешь кидать фотку. А можешь посмотреть фотки по запросу Андрей Кизилов? Ну позже посмотрим. Это ваш трудовик. Это ваш трудовик подрабатывает в утреннюю смену. В 5 утра топит. А ты знаешь, кто я на самом деле? Ты Путин? Ты Моргенштерн? Ты долбоёб? Юрка тракторист и депрессия. Бывший алкаш и копарь дзен. Ебать, чё? Большинство людей. Так, надо увеличить. Большинство из людей абсолютно не понимают, что такое эндогенная депрессия. Да я бы и сам никогда не поверил таким больным. Но, увы, страдаю этим недугом. Напишу о приятеле детства Юрке. Его лицо давно стерлось в памяти. Стерлось в памяти. Стерлось не из памяти, а стерлось в памяти. Окей. Не будем доебываться. Как-никак бывший алкаш пишет. Напишу о приятеле детства. Его лицо давно стерлось в памяти. Фоток не осталось. Вспомни человека, и, может, читатели поймут, что такое натуральная депрессия. Извините, я на самом деле и ты в маске Анонимус. Понятно. Как и ты в маске Анонимуса. Я расшифровал твое сообщение наконец-то. Аноминус — это Анонимус. Я думаю, я заслуживаю аплодисментов. Давайте, чат, хлопаем Анонимуса. Он смог расшифровать сообщение Черчилля. А я на самом деле великий неповторимый One. И я выбрал тебя, чтобы слиться в одних мужских объятиях. Типа хлопает. Давайте, чат, все хлопаем. По попке. Все хлопаем по попке. Так. Извините, в моей памяти с трудом отыскиваются положительные и жизнерадостные истории из жизни. Возможно, кто-то из прочитавших статью найдет похожие проблемы у себя или родственников и поступит правильно, придя к врачу. Или к трактористу. Может, не надо депрессии на стрим? Ну, мне интересно почитать про депрессию у бывшего алкаша, который он рассказывает про своего бойфренда, тракториста, у которого была депрессия. Анонимус, это гениально. Ну да, я тоже в ахуе. Просто гениально. Хлопает по попке Черчилля. А я хлопаю по попке Андрея Кизилова. И Фанатоса. Одновременно. Я в городе анонимусов живу. Я хакер, и я умею взламывать.
И сейчас такая мамка к тебе заходит и говорит: слышь, Антон, а ты сделал уроки? И батя на заднем фоне с ремнем такой. Не, без ремня такой. Да, Антон, сделал ли ты математику? До армии были очень дружны. Потом жизнь раскидала всех по своим норкам. Юрка служил в Германии, вернулся домой и вскоре женился. Высокий, красивый мужик, черные кудри, глаза глаза тоже черные по всем. Высокий, красивый мужик, черные кудри, глаза, широкоплечий, весел. То есть у него есть глаза, прикиньте. Видимо, этому алкашу до этого попадались безглазые. По всей видимости, он на зоне сидел, где что-то пошло не так. Я не школьник, я на самом деле взрослый. Да, все 13-летние так считают. И мы втроем в позе 696. Да, или 669. До армии я не замечал у него какой-то хандры и депрессии. Видимо, это заболевание просыпается в определенном судьбой и возрасте. Да, вашу жизнь предопределила судьба. Уже давно. Красавица, жена, маленький сын, заработанная на уборке урожая машина. Свой дом, никаких проблем с алкоголем. Чё хандрить-то, бля? Ты знаешь, что такая игра Standoff 2? Нет, не знаю. Село не город. Там все знают о любых проблемах каждого человека. У приятелей не было никаких неурядиц. Ну да, в селе знают каждого человека. Блять, в каком они селе живут? В селе на 5 человек? Или на 15, на 20? Все знают о любых проблемах каждого человека. Пиздец, в каком он селе живет? А я не взрослый, я на самом деле школьник. Да. А ну скачай эту игру на компьютер, Standoff 2. Ну слушай, я сам разберусь, что мне качать. Буду бицуху качать. Майский день 1996 года. Пассивная, в обеденный перерыв Юрка сказал за столом. Удася, что ли? Уебаться, что ли? Ха-ха, смешно ты рыганул, но что и требовалось доказать. Что ты на самом деле 12-летний школьник. Я читаю таких, как ты. Мужики-механизаторы не ожидали услышать таких слов от веселого, работящего парня. Ты чё? Случилось что? Спросил сосед. Да не, просто надоело, просто заебало все, ответил Юра. Конечно, никто всерьез не воспринял сказанное приятелем. В тот же день абсолютно трезвый человек ушел добровольно. В 27 лет. В армию? Во всей видимости, да. Сельчане не могли понять, почему это произошло со здоровым молодым парнем. Ха-ха, я не школьник, мне всего лет 30. Наследственность тому причиной. Эндогенная депрессия. О таком заболевании в селе никто никогда не слышал. Маялся, человека выхода не видел. Я свою заливал пойлом долгое время, а ему спиртное просто не лезло. Ну, знаешь, чел пропагандирует алкоголь. Если будете бухать,
то вы не уйдете добровольно на фронт, если у вас эндогенная депрессия. Ушел на 7 лет, Кобейн походу. На самом деле Анонимус является Морфеусом, и мы все живем в Матрице. Да, кто-то раскрыл истинную сущность моих стримов. Истинную сущность Анонимуса. Кстати говоря, вы говорили там про... Андрей, ты говорил про посол 696. И мне выдается реклама. Лада. К сожалению, не малиновая. За 696 тысяч рублей. Вот что значит таргетированная реклама. Я в городе Анонимуса, справа или налево. Идешь по дороге прямо и налево. И 3 поворота направо. Окей. Теперь мы знаем, где ты живешь. Почему я это утверждаю? 2 родных брата Юркиного отца ушли добровольно и в молодом возрасте. Через год после приятеля не стало его родителя. Дядя Сережа поступил как сын. Ты чего написал эту статью? Да вот что делать нехуй было. А просмотры и подписчики нужны. На дешевую паленую водку. Жаль, что не вишневая 7. Да. Вишневая 7 заебись. Если увидите у своих близких людей какие-то проявления депрессии, тащите к врачу. Распознать это заболевание на первых порах сложно. Человек может казаться жизнерадостным, но в глубине души будет точить червячок. Далее начнет... То есть у него глисты. Он жизнерадостный, но у него в жопе глисты. Поэтому его надо лечить. Далее начнет подступать беспричинная тоска, апатия, бессонница. Потому что червячки устраивают вечеринку в жопе. Ни хрена себе сколько рублей. Ну а ты как хотел? Точим червячок, чат. Да. В глубине души точить червячок будет. Я вот тоже точу червячок. Малиуляция называется, она анонимусовая Гагарина. Чат, помогите расшифровать. Я не настолько хорош. В деревне тяжело лечить глистов, так что люди там сживаются с ними. Не, ну слушайте, раскаленную кочергу никто не отменял. Так сказать, дедовские методы, народные. Народные средства. Эндогенная депрессия не всегда наследственна. Это состояние может возникнуть у каждого человека. Не надо маяться и ждать. Спорт и переезды и другие занятия не отвлекут вас. От себя не убежишь. Только врач и антидепрессанты исправят ситуацию. Ну, при эндогенной депрессии антидепрессанты действительно могут помочь. Поскольку антидепрессанты, они налаживают гормональный фон. Восстанавливают его. А причина эндогенной депрессии как раз гормоны. Так что все. И в этом случае антидепрессанты, и только антидепрессанты могут помочь. Это правда. Он написал: «Я потерян в пространстве и времени. Трансфероканувшего царства и племени». Где он антидепрессанты в деревне нашел? Сорвал с дерева. Да. Ну слушайте, дедовская сперма, я думаю, налаживает гормональный фон. Так что он тоже лечился по дедовскому методу. У меня мысли о вечном возникали только в нетрезвом состоянии. Вот статья, где меня спас собутыльник, блядь. Не будем читать, неинтересно. Всем спасибо, добра и здоровья. Ну, найс, высер. Найс. Понятно.
Я в деревне, это легко найти. Ну да, там дедушек много. Вот это заебись. Вот это заебись. Чисто в деревеньке. Сфоткался на фоне. И в Инстаграм залил. Все фоткаются на фоне Мерседесов, всяких Феррари, блядь, Ламборгини, джипах. На фоне джипов. А он на фоне трактора фоткается, ему заебись. Дом, кстати говоря, красиво выглядит. Ну, без шуток. Из бывших. Дом из бывших сложен. Ты играешь в CSGO Anonymous? Ну, я пытался играть в CSGO, но я даже с ботами промахиваюсь. Я очень кривожопый в CSGO. Современный тракторист, да. Типичный тракторист. Просто фотка, она еще подписана в Инстаграме. Я у мамы тракторист. Вот так. Понятно. Так, этот чел проверяет колеса. Или нет? Он пытается... Он либо руку себе пытается отрезать колесом, либо он пытается спасти кузнечика. Пока этот едет на поле. А чё, звучит хайпово. Согласен. Не, они смотрят, как трахаются муравьи. Ну, кстати, да, похоже на это. Или кузнечики. Тут должны быть тракторов просто, как должно быть, так должно быть атмосфернее. Ну так, я думаю, нормально. Вот завелось что-то. Это я твоего батю завел. И это даже не я. Но если это не ты, то это твой батя. Он тоже, видимо, на моем стриме. Зашел и завелся. Заебись, будто реально у тракторов. Срочно начались звуки тракторов. Срочно приступить к сосанию членов. А этому челу предлагают монету. А у него еще очки надеты вверх ногами. Прислал фото, чекай. О, ну слушай. Ну заебись, я чекнул. Сейчас. Сейчас я покажу. Как вам чат? По 10-бальной.
Лично я ставлю 2. Хотя нет, ставлю 3. Три девятки. Ставлю 100 тысяч лайков. 4 из 10. Ну да, примерно так. 3-4 из 10. Я ставлю на то, что ты поставишь 3. И вот что ты выиграл. А это твое лицо, когда ты увидел, что ты выиграл. Отбил ставку. Когда ставил 10 рублей, а тебе дают 0 копеек. Так, ну это фейк, это не настоящий трактор, это все компьютерная графика. Погнали, анонимус, погнали, повезло, повезло. Так, слушайте. Я предлагаю пойти почитать анекдоты. Охуеть, все охуели. Так. Ну чё, поехали. Анекдоты про трактор и трактористов. Черчилль может задонатить 1069 рублей, он сделает что угодно, кроме того, что сделать свою жизнь лучше. Ну да, ну да. Трактор нёсся по полю, слегка попахивая. Тяжело быть женственной, когда ты 40-летний тракторист. Охуеть смешно. Название стрима и сам стрим не соответствуют друг другу. Ну, частично же соответствуют. Ну, я не сосу, но я буду сосать. Пока мы просто выбираем, у кого я буду сосать. Понимаете? А Анонимус, ты когда-то играл в Майнкрафт? Чувак, прочекай мой канал. А потом спрашивай. Не соответствует, ты должен сосать 24 часа. А у А4 прям соответствует. Где он все там становится там геем на 24 часа. Его видос идет полчаса. У него все ролики про Майнкрафт почти пиздеж. У меня не все ролики про Майнкрафт. Я вообще твой первый раз смотрю твой канал, и их там нихуя нету. Разуй глаза. Они там есть. У А4 видос, а у тебя стрим. И чё? Ждем всем городом, когда Анонимус будет сосать. Мальчик, не лежи масло и вообще отойди от трактора. Лучшим инструментом для ремонта трактора до сих пор считается кувалда. Только замахнешься кувалдой на полусонного тракториста, как трактор сразу же начинает работать. Давай напишу анекдот. Едет мужик с длинными волосами за трактором
За трактором белорус 82-м 4-кубовым. Увидел смерть с косой и трахнул ее. Потрясающе. Это тебе батя рассказал? В состоянии опьянения? Я белорус, кстати. О, значит, у тебя дохуя картошки? И ты сам картошка. На прошлой неделе к трактористу Васе пришел друг Слава с 300 рублей. Вернулся Василий домой через неделю. Ни жена, ни дети его не узнают. Вот что делать с людьми слава и деньги. В той ситуации в мире, как ты относишься к России? Чувак, ты пришел сюда политоту задвигать? Анонимус, знаешь, знаешь, что ты гей? Или гений? Ну, я и то, и другое, да, я знаю об этом. Каламбур про рыбу. Почему рыбы живут в соленой воде? Потому что от перца они бы чихали. То в чате, пожалуйста, чекните мою аву. Очень хорошая. Это доказательство того, что я говорил правду. Мы поняли. Давайте спасем всех рыб, чтобы они не утонули. Давайте, я составляю петицию. Так. Так, чат. Итак, чат. Составляем петицию. Пи. Ти. Си. Блять. Петиция. Почему? Давайте задушим их. Дакхар, не души, не будь душнилой. Давайте их поймаем, разорвав им ебало. Почему рыбы не любят баскетбол? Потому что они боятся сети. Тут можно другой анекдот придумать. Почему рыбы не пользуются интернетом? Они боятся сети. Анонимус, ты крутой чувак. Спасибо, Черчилль, я знаю. Ок, у Алексиану Ривз, окей. Петиция. Давайте. Почему мамы не любят баскетбол? Все эти ваши сети в телефонах. Ну, волейбол тоже не любят, получается. Анонимус, ты когда-нибудь смотрел «Остров сокровищ»? Нет. Ведь я был на острове сокровищ. Так, давайте спасем рыб от
Топление. Бля. Утопления. Давайте. Сливы попали в сеть буквально. Давайте поймаем. Поймаем их. Поймаем их, разорвав им ебало. У тебя ошибка, надо написать «давайте сосем». Точняк. Сейчас. Вот теперь правильно. Давайте поймаем их и пожарим. А будем ему говорить, что в пейнте текст есть. Но так же прикольнее. Да и стрим растянуть неплохо можно. Как вам петиция? Давайте подписывайте. Подписываем. Подписывать. Тута. Так. Сейчас я скину в телегу, а вы подпишите. Я скинул. Подписывайте. Нарисуй рыбку. Да похуй уже. Где подписывать? Сейчас. О, уже один подписал. Давайте чат вперед.
Go в Roblox. Не-не-не-не-не, подписываем петицию. Можно не вот так подписывать, как Сталинимус подписал. Можно просто написать ту подпись, которую бы вы поставили. Я у которого нету телеги Анонимуса. Так подписывайся. Подписывайся на телегу Анонимуса. Все подписываемся на телегу Анонимуса. Так, ладно. Я спать. Давай, Андрюха. Пчелики. Давай, Андрюха. Пока. О! Так понятнее? Да, так понятнее. Так, ладно. Ща. Так, продолжаем. Продолжаем. Каждый гусеничный трактор мечтает стать танком. Два тракториста обедают в поле во время усердной урожайной работы. Картоха, огурчики и так далее. Один читает статьи в расстеленной в качестве скатерти газетки. Слышь, Михалыч, чего пишет? За 25 лет половой жизни женское влагалище изнашивается. Всего на 0,1 долю миллиметра. Да, вот бы нам такие подшипники. Подшипники, которые к тому же можно и ебать. Подписал? Так, сейчас. Так, слух, понятно? Угу. Пойдет? Да, пойдет. Хорошая подпись, смейл. О, вот это заебись подпись. Все, ЗБС. ЗБС, дальше поехали. Курящая рыбка-наркоман. Я Сталинимус, если чё. Окей, держи в курсе. Так, пьяный тракторист почистил дорогу в деревне. Ну что ж, по грунтовке тоже можно ездить. Хотя бы асфальт простоял еще не 1 год. Хотя асфальт бы простоял еще не 1 год. Понятно. Пьяный тракторист, несущий ведро с маслом, всегда падает маслом вниз. Окей. Чат, вам смешно? Я в телеге смейл, хз, зачем тебе это?
Ну окей. Окей. Гусеничный трактор зацепил при разговоре 600-го Мерина. Из Мерина вылезает в бешенстве новый русский, запрыгивает на гусеницу трактора, рывком открывает дверь, а там тракторист такой сидит, еле в кабине умещается. Уменьшается, блядь. Амбал, одним словом. Тракторист, чё хотел? Че хотел, Новый русский ошалело. Я ключ хотел на 19 попросить. Тракторист говорит, я до 42 руками заворачиваю. Руками заворачиваю, да. У него руки ключи. Чел, тронанимус с помидсылками, забань, пожалуйста. Окей. А не получается забанить. Андрюха, ты чё уже съебался? Андрюха, забань Тру Анонимуса. Я почему-то не могу его забанить, он меня, видимо, взломал. О боже, какая шутка! Да-да-да. Такая же шутка, как здесь. А, блядь, я же это и прочитал. Ах. Короче, забейте, я хуйню пизданул. Я думал, что типа я шутку сказал, и ты на нее ответил. А потом я вспомнил, что я шутку прочитал отсюда. Короче, шутка хуйня. Тракторист Федор уснул за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья. Ну это забавно еще. Это шутка норм. Это шутка норм. Почтальон Печкин, кот Матроскин и Шарик охуели. Это не шутка, это правда жизни. Ну да, это жиза. Я, кстати, болты закручиваю не отверткой, а ключами от квартиры. Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить. Окей. На совхозной свиноферме молоденький тракторист неловко подавал задом, ну здоровенный прицеп с навозом и наебнулся на бок. Подавал задом? Он сосиски задом подавал? Или что он подавал? Короче, он наебнулся на бок. Парнишка бегает вокруг, суетится. Зоотехник ему говорит. Да хули ты тут переживаешь, давай перекурим это дело, обмозгуем как и что. Некогда, говорит. Никогда, говорит тракторист. Семёныч ругаться будет. Да ладно тебе, давай закуривай. Протягивает ему пачку зоотехник. Закурили. Такие дела. Ты тут теперь полдня будешь ебаться. Надо пойти пожрать. И поебаться уже в квартире. А то, гляди, ты с этим говном без обеда останешься. Сейчас я тебе эти круассаны задом буду подавать. Не могу, надо торопиться, да Семёныч серчает. Он у нас такой. Всех трахает, всех медленных трахает. Кто медленно двигается. Менжуется парнишка. Ладно, пошли, плотно закусили. Зоотехник достает пузырь со спиртом. Ну-ка, давай-ка ёбнем по маленькой. Да не могу, Семёныч. Мне только по большому. Семёныч узнает, разорется. Хули мне не оставили, уёбки. Да хуйню это не ссы, все успеешь. Налили по маленькой, выпили.
Ой, теперь хорошо бы пивком усугубить. Да я лучше пойду, а то боюсь, Семёныч охуеет и сильно распиздится. Вот, надо ему тоже отнести. Ты где-то твой Семёныч, удивляется зоотехник. А там остался, его под прицепом завалило. Вов, Семён в Англии. The Симен. Да. Два тракториста кончили друг другу в попу. И кончили пахать. Купили портвейна и присели на бугорок. На чей бугорок? Окей, выпили. Весна, солнышко, теплый ветерок дует, стало им хорошо. Вот один другому и говорит. Слышь, Иван, портвейн-то ведь по рубль 27, а аромат-то у него прямо как рубль 32. Понятно. Анекдоты про мобилизацию, блядь. И про Вовочку тоже актуально, пиздец. Я думаю, нам нельзя это читать. Возвращается тракторист Коля из Парижа. Разговаривает с Маней. Стою я, значит, на Эйфелевой башне. Посмотрю налево. Иди ж, твою мать. Посмотрю направо. Иди ж, твою мать. Посмотрю прямо. Иди ж, твою мать. Тут Маня начинает рыдать. Коля. Ты чего плачешь? Ты чего плачешь? Красотища-то какая! Понятно. Отсылка на «Ёб твою мать, красотища какая!» Пришли нам 5 оберток от карандана в вала трактора Беларуси. Ты получишь шанс выиграть романтическое путешествие на двоих на картофельной грядке по лесе. Кашу маслом не испортишь, сказал тракторист, выливая отработанное масло на гречишное поле. Приезжает председатель в поле, тракторист пьяный. Сколько выпил? 2 кружки пива. Пиздишь. Спросите у собаки. Председатель спрашивает, сколько хозяин выпил пива? Гав-гав. Видите, говорит тракторист, собака пиздеть не будет. Собака хуйни не скажет. На следующий день снова тракторист пьяный. Сколько выпил? 2 кружки пива. Пиздишь. Спросите у собаки. Гав-гав. А червивки сколько? О, окей. Очень смешно. Прям очень смешно. Лучшие анекдоты про трактористов за последние 300 лет. О, ну чё, чат, вам смешно было? Мне было очень смешно. Вон аж, все со стрима ушли. Со смеху, видимо, сдохли. Ну что, чат? Ну что, чат, пришло время выбрать анонимусу тракториста. Поехали. Поехали. Было так смешно, что я сдох. На дерево воскрес. Понятно, Артур.
Ну что, чат? Кого выбираем? Горячего самца? Абхаза? Таксиста на суперсовременном сексуальном тракторе? Мужика из Газпрома, который зарабатывает 115 тысяч в месяц? Чувака из джунглей, у которого охуенный трактор и охуенный шалаш. Для бомжа в самый раз. И не удается установить соединение с сайтом. Ну что, чат, кого из них выбираем? Первого, второго, третьего, четвертого, пятого. Итак. Сейчас. Секунду. Блять, а тут нельзя сделать больше 5 вариантов. Сейчас я опрос сделаю. Сейчас. Секунду. Секунду, чат. Да блять. Пизда. Ой, блядь. Ой, блядь, я ебал. Наконец-то! Голосование.
Где джунгли трактор? А я не могу поставить вопрос джунгли трактор. Если ты выбираешь последний, то пиши в чат, что выбираешь пятый вариант. Жесткий музон. Требую название этого жесткого музона. Голосование бас бустит. Так что да. Так, ну голоса разделились. Но я выбираю его. Три чела проголосовало? А, ну да. И все разделились. Кто-то выбрал пятого, вот этого. Кто-то выбрал этого, кто-то этого. Ну, теперь лично я выбираю. Я выбираю этого. Все. Так что на следующем стриме один из них это я. По ошибке нажал на опрос. Так, ну, выбираем, короче, этого. Я потом по фотке пробью. Пробью его контакты. И на следующем стриме, возможно, мы с ним созвонимся. Прям на стриме. Это будет эксклюзивный созвон. Так, я сохранил. Я сохранил. Так, чат, мне нужно отойти, подождите. Пососи у него. Да пососу, пососу. Ну, если он, конечно, согласится. Может, он у меня пососать захочет. Хуй его знает. Ладно, чат, подождите.
Так, чат, я тут. Дахар, почитай правила чата, пожалуйста. Please wait, bro, анонимус идет срать. С нетерпением жду следующего стрима. С нетерпением жду следующего стрима. Угу. Я тоже жду. А еще больше я жду следующего вечера. Ну, в смысле, вечера после того стрима. Следующего. Я, пожалуй, тоже срать пойду. Давай, Дахар. Удачи. Так, чат. Я предлагаю... Ура, анонимус вернулся. Так. Совместимость по знакам зодиака, по дате рождения, по именам. По квадрату Пифагора, что? Ёк-макарёк. Так, а как его зовут, интересно? Сейчас я чекну. Так, чат, подождите, я сейчас чекну по фотке, как его зовут. Его зовут Пупсик? Это я его так называть буду. А, все, я понял, как его зовут. Его зовут Алексей. Леха! Леха, давайте проверим. Проверим нашу совместимость. True Anonymous. Алексей. Шевцов? Да не. Расчет совместимости. Как тебя зовут? Ну, True Anonymous, я же написал. Где тут? Бля, где? Благодаря данным анализа, ага. True Anonymous? Бля, пробел нельзя сделать. Блять. Сарамба? Алексей. Блять, дата рождения, а хуй его знает. Не везет по жизни с таким именем. Ну да. Зато меня в школе никогда не вызывали к доске. Вы заполнили не все поля, блядь. Да хуй знает, ну... Первое... Окей, 69. Блядь. 69, 60, 69. Алексей, ну, пусть будет, не знаю. 13-е? Июня? Потому что 13 это хуёвое число. А июнь это каникулы. То есть его в школе никогда не поздравляли. И 1980... Нет. 91-й.
Совместимость в дружбе. Бля, нихера себе мне волосы расхерачило. Совместимость в дружбе. 84%. Между вами могут возникнуть необременительные дружеские отношения, но не те, ради которых вы и партнер могли бы пойти на определенные жертвы. А поверхностные, ни к чему не обязывающие. Но это не дружба. Это чисто приятельские отношения. Это не дружеские отношения, никоим образом. Вам будет комфортно вместе, вы сможете весело развлекаться. О, вот это уже интересненько. Партнер, как и вы, обладает легким нравом, вполне дружелюбен, поэтому с ним будет интересно, приятно и легко общаться. А также приятно трахаться. И играть в ролевые игры. Совместимость в любви 90%! Ебануться. Большая любовь, если и возникнет, то не сразу, а постепенно. Это чувство нужно взрастить, ежедневно пестуя его и лелея. Главное не допустить, чтобы у партнера возникло желание пуститься во все тяжкие и перейти на сторону какому-то другому анонимусу. Ну, ошибиться. И попасть к нетру анонимусу. Да и вам нужно держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не соблазниться прелестями на стороне. Пройти такой... Да как с таким-то на стороне, на сторону-то перейдешь? А хотя... Херня. Тут с таким на сторону-то и не перейдешь. Ладно. Пройти такой долгий путь от простой симпатии до глубокой привязанности смогут лишь те, кто проявит упорство и ни перед чем не остановится. Бля, они так описывают вот эти все любовные отношения, как просто пизданический путь. Пизданически сложный путь. Как, не знаю, путь к успеху в бизнесе или в спорте. Отношения, блядь, они вообще не так строятся. Если у кого-то так отношения строятся, как воздержание от измены, долгий и тяжелый путь от симпатии до привязанности, то, блядь, они несчастливы в отношениях, я свой хуй ставлю на отсечение. Совместимость в браке 89%. Брачные отношения будут вполне стабильными, но без вспышек гнева с вашей стороны. Но без вспышек гнева с вашей стороны не обойдется. Своими некоторыми поступками партнер будет вынуждать вас к проявлению нетерпения и агрессии. Вы будете являться в браке рулевым, тем, кто задает вектор развития отношений. Поэтому многое, как и то, будут ли отношения счастливыми, зависит от вас. Да вы что, охуели, что ли? Мы должны оба вкладывать ресурсы в наши отношения. Что это за хуйня? Почему я один должен? Почему я один должен тащить наши отношения? Ну, сука, бля. Сексуальная совместимость 100%! 100%! В сексуальном плане вы будете полностью устраивать друг друга, с радостью передадите бразды правления интимными баталиями в руки партнера, который не перестанет вас удивлять и впечатлять. Вы оба инициативны и готовы к любым сексуальным экспериментам. Поэтому будете друг друга вдохновлять на новые постельные подвиги, внося в интимную жизнь нотки свежести. А сайт-то хуйни не скажет. Действительно, у нас с ним 100% сексуальная совместимость. С таким-то именем. Взаимопонимание и уважение 90%.
Конечно, в отношениях любовных и семейных вы будете учитывать интересы друг друга, но со временем в вашем союзе может наметиться некая отчужденность по причине разногласий. Чтобы уберечь союз от разрушения и укрепить его, придется идти на взаимные уступки, искать максимально удачные компромиссы. Это потребует силы времени, но если между вами действительно настоящие теплые и светлые чувства, вы без раздумий пойдете на эту жертву. Блять, отношения описываются просто как жертвы, как что-то... Ладно. Верность 91%. Ваши отношения, увы, не застрахованы от измен. Разве? Ну, я-то точно не буду ему изменять. Но есть и приятная новость. Ваш партнер благороден, в душе он противится любому обману, поэтому требует правильного в морально-нравственном плане поведения не только от окружающих, но и от себя. Скорее всего, он не станет изменять, если только скандалы не вынудят его пойти на сторону. Блять, люди, которые не решают скандалы, а вместо этого сбегают от них на сторону. Ой, бля, какие ж эти люди просто ущербные. Как только скандал, так сразу на сторону переходим. Я ебал, какие люди мрази. Ой, блядь. Ладно. А вы будете постоянно сравнивать своего партнера с поклонниками и всякий раз убеждаться, что ваш избранник на порядок лучше. Это и будет отбивать охоту к изменам. Ну, измены случаются не по той причине, что кто-то лучше, чем ваш избранник. А по той причине, что изменщики ищут вот что-то такое узконаправленное, чего нет у их избранника. Ваш избранник может быть охуенным. Просто охуенным, но при этом он, допустим, допустим, он часто работает. Точнее, постоянно работает. Просто, блядь, пашет, чтобы содержать семью. А вот тебе не хватает... Ну, он работает и мало тебе уделяет внимания. А ты как бы хочешь больше внимания. И ты это внимание начинаешь искать на стороне. Вот так и происходят измены. Очень информативно, Артур. Да, но сексуальная совместимость мне как раз и была важна. А у нас она стопроцентная. Так что у нас точно будет горячий вечер. Так что на следующем стриме будет эксклюзивный созвон. Вот с этим секс-мальчиком. Так что ждите. Так. Так. Ну чё, чат, чё делаем? Куда идем? Оффаем стрим или может быть... Или может что-нибудь еще поделаем? Все дружно идем смотреть Влада А4. Да не, Влада А4... А хотя... Да не, Влада А4, наверное, оставим на другой стрим. На следующий. Так что да.
Ладно, чат. Вот такой стрим у нас получился. Думаю, будем офать. Потому что делать уже нечего. 2,5 часика нормально. Оценивали, посмотрели мы сегодня горячих трактористов. Многие из них были не горячие, многие из них были вообще трансвеститами. Что мы ни в коем случае не осуждаем. Оценили, выбрали мне моего мальчика на вечер, с которым на следующем стриме мы созвонимся. Обязательно. Я пробью его контакты по фотке. Взломаю, так сказать. Следующий стрим будет горячий. Надеюсь на это. Пробью, короче, его контакты. Найду телефон. И на следующем стриме... эксклюзивный созвон подрубим. Так что да. Анекдоты почитали. Но анекдоты были хуйня. Почему-то все анекдоты хуйня. Только парочка была забавных и все. Проверили совместимость нашу. И как и ожидалось, сексуальная совместимость 100%. А все остальные совместимости примерно 90%. 89-90%. Вот так. Так, чат. Так. Ну что, чат? Желаю вам тоже найти своего тракториста. И надеюсь, что у вас совместимость по доверию, совместимость по верности будет 100%. И никто и ни у кого из вас не возникнет мысли ему изменить. А на этом все. Всем ББ! Ладно, чат, все. Всем пока. Ах, кстати, забыл еще сказать. Спасибо всем за 300 подписчиков. Люблю вас. А вот теперь точно. Всем ББ.